В этом видео я создаю уют при помощи красного покрывала, чайника и ведра и, конечно же, пудры носик. Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня я строю немецкую самоходную артиллерийскую установку. Это штук. Это долгожданная новинка от Звезды в 35-м масштабе. Давайте смотреть, что внутри этой коробочки, и приступать к сборке. Поехали! И передо мной немецкая самоходная артиллерийская установка штук 4. И здесь изображена она где-то в поле и в небольшом камуфляже в виде веточек. И интересно, что на заднем плане какие-то пригорки. И бокс-арт сделан явно на компьютере. Так, ну а больше контента обо мне вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Ссылочка будет в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня через функцию спонсорства на YouTube, а также в донатах ВК и на Boosty. А на обратной стороне собранная модель, и она выполнена в таком характерном для немцев камуфляже. В таком желтовато-красно-зеленом цвете. Интересно, что в этом наборе практически 500 деталей. Это довольно много для 35-го масштаба, хотя я не знаю, что в штуке так детально изображать. Казалось бы, такой довольно квадратный имеет вид. Но довольно интересная модель. Давайте смотреть, что внутри. И здесь инструкция. В инструкции 21 шаг. И она в формате А3. И интересно сделан первый шаг. То есть мы начинаем как раз из днища нашей самоходки, что очень логично. Новая рубрика «Обзор новинок модельного мира». И на этой неделе внезапно обновились продажи автобуса Лиас от фирмы АВТ. И непонятно, это либо перевыпуск модели, которая выходила несколько лет назад, либо же костромичи поскребли по сусекам и нашли нераспроданные коробочки. А для любителей хардкора в продаже появилась модель пусковой установки комплекса S350 «Витязь» в 35-м масштабе от фирмы Hobby Boss. Цена, конечно, кусается, но когда это останавливало настоящего моделиста? А если вы любите 72-й масштаб, как и я, то можете не дожидаться модели смерча от Звезды и потратить чуть больше денег на покупку модели от Hobby Boss. А Звезда перевыпустила модель истребителя МиГ-23МФ. Это не новая разработка, а перепак своей древненькой модельки. Так, и сами детали. Тут два пакета с деталями. Основная деталь корпус лежит отдельно. Также у нас есть прозрачные детали и декаль, которая предлагает нам только два варианта нашей самоходки. И также схема окраски, которая также предлагает нам только два варианта. Это Восточная Пруссия и просто Восточный фронт. И непонятно, в каком именно подразделении эта самоходка служила. Давайте приступать к сборке. И начинаем с первого шага. И интересно, что этот первый шаг начинается с небольших подсборок, которые находятся рядышком. Это подсборка А1. С помощью бокорезов аккуратно отделяем деталь от рамочки. Так. Теперь также при помощи бокорезов я уберу оставшиеся пенечки. А теперь, когда детали полностью подготовлены и не имеют никаких зазубрин, мы можем их соединять, склеивать. И для этого для начала сопоставим нашу деталь с картинкой, чтобы она была так, располагалась абсолютно так же, как на схеме. При помощи клея я соединяю и готово. И с другой стороны также. А теперь возвращаемся к первому шагу и подготавливаем основную деталь к сборке. Что сейчас мы на это место установим деталь Е19. В принципе, сильно обрабатывать это место не стоит. Е19 находится на рамочке Е. И вот она по внешнему виду и цифровому обозначению мы понимаем, что это нужная нам деталь. Отсоединяем и установим эту деталь, закрепим при помощи клея. Склеиваемую поверхность промазываем специальным клеем для пластика. Так, готово. Установим нашу подсборку 1А. Для этого повернем
нашу деталь как на схеме и примерим. Тут есть, видите, такая объемная как бы рамочка, которую мы должны совместить. Значит, это место мы сейчас и смажем клеем. Место контакта двух деталей. А сейчас я перейду к установке подвески и также ведущих и поддерживающих катков. И начну я с ведущего колеса, точнее звездочки. Оно встает вот в эти пазы, соответственно, их мне надо смазать клеем. И теперь я установлю подвеску в виде таких рессор тележек. И интересно, что на этой детали даже есть штамп, заводской номер данной тележки. Она встает вот в этот паз. Это квадратное углубление. Соответственно, я их смазываю и устанавливаю. И обратите внимание, что эти тележки, они имеют направление. То есть больше пластин рессоры идет ближе к ведущему колесу. А следующим этапом я закрою моторное отделение. И для этого я сначала установлю вот эти полочки. Теперь я установлю стенку. Она встает вот в эти отверстия. И, соответственно, вот этими пазами. Так, немножко вот здесь. И закрываем наш моторный отсек верхней крышкой. Тут надо вот этим пазом попасть в соответствующее отверстие. А теперь я установлю рубку, и для этого в эти пазики я вставлю подсобранную деталь. Теперь я установлю орудие, и оно встает на вот эту поверхность вращающаяся, но так надо правильно ее расположить вверх вот этими деталями двумя. Так, смазываем и устанавливаем. А теперь я хочу сделать штук свой немного уникальным. Я установлю только кронштейны щитов, а сами щиты устанавливать не буду, так как у меня есть модель в 100-м масштабе как раз с этими щитами, чтобы она немного различалась у меня между собой. Так, этот щит кронштейна мы ставим на вот эти треугольники. Соответственно, нам нужно смазать 3 точки контакта деталей и, соответственно, совместить их с этими небольшими прорезями. Я думаю, что такой вариант штука вполне имел место быть и на поле боя. И вот так будет выглядеть готовая моя модель. Единственное, ее надо только окрасить. Начала я окрасочные работы над самоходкой из грунтовки. И тут я использую аэрозольный грунт от фирмы «Звезда». И на нем отлично держится любая краска. Но из-за своего форм-фактора у него большой расход. А из одного баллончика вам удастся загрунтовать максимум парочку таких моделей. А черным цветом я прорисую тени на те места, которые будет сложно покрасить основным цветом. И в частности обращу внимание на надгусеничные полки и на пространство между катками в верхней части гусениц. Изначально штук 4 создавался про запас. Предполагалось, что в ближайшее время танки Панцер-4 будут полностью заменены новейшими танками Пантера, а их выпуск будет прекращен, а освободившиеся производственные мощности задействуют в производстве штурмовых орудий на их базе. Реальность распорядилась иначе. Панцер-4 массово производился до конца войны, а судьба штук 4 сложилась не совсем так, как планировалось, так как последовательно произошло два важных события. В августе 1943 года на совещании у Гитлера был сделан вывод о том, что штурмовые орудия способны выполнять значительную часть боевых задач, возлагающихся обычно на танки, а так как при этом они еще и дешевле обходятся, то выпускать в первую очередь стоит именно их.
А белым цветом я выполню противоположную работу, то есть я подготовлю части, которые должны быть чуточку светлее. То есть на данном этапе у меня будет черно-белая самоходка. И, кстати, я забыла указать, что во время сборки модели я сымитировала литую фактуру маски пушки. Я облила эту модель сверхтекучим клеем и попыталась широкой кистью потыкать эту поверхность, и таким образом у меня получился рельеф, характерный для литых металлических деталей. Опорные катки я спрятала за малярным скотчем, чтобы потом окрасить их в базовый цвет при помощи круглого трафарета. А теперь настал черед окраски самоходки в основной цвет. Эта модель изображает немецкую машину второй половины Второй мировой войны, так что песочная база тут будет вполне уместна. А вернее, я тут использую и наношу оттенок Дюнкер-Гельб от фирмы Pacific 88. Думаю, этот оттенок наиболее точно воспроизводит цвет немецкой бронетехники. Заводы фирмы Alkit подверглись массовому налету бомбардировочной авиации союзников. И это нанесло огромный ущерб по производству штурмовых орудий, так как на тот момент именно Alkit являлся основным их поставщиком, а германскому военному руководству срочно требовалось скомпенсировать потери. Тогда и вспомнили про фирму Krupp и ее проект Штук-4. Срочно был изготовлен опытный образец, и его переделали из танка, и 15 декабря 1943 года Гитлер его осмотрел и одобрил. Производству Штук-4 был дан зеленый свет, и планы были наполеоновскими. И за оставшиеся до Нового года 2 недели предполагалось выпустить 350 машин, а в январе 1944 довести месячный выпуск до 500 машин. Во время камуфляжа я изображу двухцветный немецкий камуфляж. Это не первая моя модель немецкой техники в таком исполнении. Пару лет назад я строила немецкий истребитель танков на французском шасси. И там я тоже делала немецкий камуфляж при помощи зеленых полос. И наношу я их прямо из аэрографа без трафарета. Хотя можно было бы воспользоваться и специальными маскировочными средствами. Но поскольку немцы тоже наносили камуфляж на свои танки непосредственно в частях при помощи краскопульта, думаю, что мой способ будет вполне аутентичным. А при помощи губки для мытья посуды я наношу хаотичные сколы разными оттенками черно-коричневой краски. А такую губку очень легко найти может любая женщина на своем рабочем месте. Руководство Krupp лишь подогрело эти неадекватные оптимистичные планы, заявив, что в ближайшее время предоставят 600 шасси с бронекорпусами, которые можно будет быстро достроить до штурмовых орудий. Правда, оно забыло уточнить, что эти шасси и корпуса предполагалось взять из цехов, производящих Панцер-4, а это значит, Панцерваффе бы не досчиталось бы 600 заказанных танков, а реальные объемы выпуска оказались гораздо скромнее. Время смывки, и при помощи ее я выделю рельеф штурмового орудия. Для немецкого желтого отлично подойдет коричневая смывка, благо она у меня есть в запасах. Штурмовые орудия Штук-4 применялись как в частях штурмовой артиллерии, так и в других танковых частях, и в том числе и в танковых, гренадерских и народно-гренадерских дивизиях. Организация частей была той же, что и в частях Штук-3, и очень трудно установить границу, разделяющую машины Штук-3 и Штук-4. В одних документах тип машин не указан, а в других все машины называются Штук-3, хотя наверняка известно, что среди них были и Штук-4. Много Штук-4 попало в роты истребителей танков, и такие роты иногда входили в состав некоторых пехотных дивизий. И чтобы не было вопросов к национальной принадлежности экипажа самоходки, я нанесу на ее борта характерные опознавательные знаки. А матовым лаком я придам всем покрасочным работам цельный вид. И масляными красками придам самоходному орудию больше интересных красок. А после нанесения масляных точек я их растушую при помощи широкой кисти, чуть смоченной в White Spirit. В наших дней дожило очень немного экземпляров этой самоходки. До 1999 года, собственно, вообще считалось, что не сохранилось ни одного. Но в августе 1999 года на территории Польши была обнаружена Штук-4, увязшая в болоте. И в настоящий момент она восстановлена до ходового состояния и демонстрируется в Музее бронетанковой техники в Познане. Еще один экземпляр находится в экспозиции Музея Белого Орла, тоже в Польше. Правда, это не вполне аутентичный экземпляр, так как для восстановления в больших количествах пришлось использовать детали от Штук-3 и Панцер-4. А в октябре 2011 года в Латвии удалось извлечь из болота еще одну машину, и в настоящий момент она находится в частной коллекции. А также один экземпляр находится в коллекции музея Вадима Задорожного в Подмосковье. Кстати, рекомендую туда зайти при случае.
И я хочу придать модели немножко уникальности. У меня в запасах есть полотно, изображающее флаг Третьего Рейха, но по понятным причинам оно выполнено не совсем в полном виде. И предполагается, что дорисовывать нужные фрагменты моделист должен самостоятельно. Но я упущу этот момент в своем видео. Я понимаю, что по идее использование такой символики в познавательных и исторических целях допустимо, но я не хочу разбираться с жалобами неравнодушных зрителей и также с политикой видеоплатформы, где будет выходить это видео. А блюрить кадры мне тоже не хочется, так что я оставлю полотно так, как оно есть. А для дополнительного уюта я размещу на штуке чайник и ведерко, а пигментами разных оттенков ржавчины я сделаю глушитель более-менее интересным, и на самом выхлопе я добавлю копоти. Пыльными пигментами я придам более реалистичный вид модели, поскольку поверхность тут матовая и никакой закрепитель использовать я не буду. И как финальный штришок я закопчу дульный тормоз основного орудия черным пигментом. И вот такая модель у меня получилась, и выглядит она довольно необычно, а красный цвет на ней играет каким-то интересным нюансом. А как вам моя модель? И надеюсь, что мое видео вас вдохновило вас на собственные стройки. А если это так, то с вас комментарий, подписка и лайк. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.